Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сейчас вы видите на экране зажившие брови после одной процедуры волосковой техники. Как я делала эту процедуру, вы можете посмотреть, перейдя по подсказке. А сегодня я покажу вам, как нужно делать коррекцию волосковой техники. В целом все волосочки очень хорошо прижились, цвет очень хороший получился, прям подходящий к образу моей клиентки. То есть не теплый и не холодный. Напомню, что я работала пигментами Hanafi Pigments. Номер 3 использовала как основной пигмент, и номер 4 использовала для затемнений. И сегодня, так как меня пигмент устраивает, по прижившемуся результату я буду использовать эти же пигменты и проработаю именно те моменты, которые прижились побледнее, чем мне хотелось. А в тех местах, где я вижу, что пигмент лежит хорошо и равномерно, я не буду просто уже прокрашивать. Сегодня я буду проводить процедуру машинкой Белар. И изначально я работаю светлым цветом, прорисовывая те волоски, которые мне хочется сделать потемнее. На коррекции мы работаем по такому же принципу. Очень важно попасть именно в волосок. То есть мы примахиваемся и попадаем именно в ту линию, которая уже у нас есть. В данном случае все линии хорошо и четко заметны, поэтому моя задача попасть в них точно и обвести, чтобы закрепить. Те линии, которые очень бледные или плохо прижились, которых нет, я могу нарисовать их заново, а которые плохо прижились, я их просто поплотнее обвожу. Соответственно, которые совсем яркие и хорошо видны, я вообще их даже и не трогаю. На коррекции мне уже не нужно рисовать скелет, вот этот, как мы делали на первой процедуре, построение. Здесь у меня уже все есть. Поэтому я просто обвожу каждый волосок. Конечно, если у вас хуже остаток и вы видите, что форма потерялась, вы обязательно должны посадить клиентку и наметить карандашом волоски, которых не хватает. То есть тут не обязательно полностью рисовать заново брови по вот этой схеме, по которой мы строим все брови изначально. Можно просто дорисовать вот эти недостающие пазлы, недостающие волоски, которые выпали при заживлении. Но если у вас вот такая хорошая кожа, если кожа достаточно нормальная, сухая, не пористая, очень часто заживает все прекрасно. Вот как мы видим сейчас, каждый волосок на месте, четко прорисован, красиво. Бывает такое, конечно, что и пробелов побольше, но чаще всего это на более жирной, такой плотной коже, сложной. Но на самом деле и на жирной, на сложной коже можно добиться потрясающих заживших результатов. Самое главное – следовать вот этим правилам, попадать точно в волосок, то есть линия в линию, и насыщать равномерно линию пигментом. То есть я работаю мелкими штришочками, по 3 мм иду и никуда не тороплюсь, потому что я знаю, чем плотнее я сразу усажу волосок, тем лучше у меня останется вот эта линия, больше пигмента в ней будет, и тем меньше проходов мне потребуется по каждому волоску сделать. Также на коррекции я могу добавлять еще больше какой-то натуральности, добавлять, может, еще какие-то дополнительные волоски пудровые. Но это мы будем делать уже в конце процедуры, когда все волоски будут прорисованы. Мы видим, что какие-то волоски, например, вот хорошо-хорошо волосок идет, и небольшой пробельчик внутри. Эти пробельчики мы прям точечно как раз прорабатываем в том месте, где мы видим этот пробел конкретно. Сегодня выполняю процедуру машинкой Белар, так я по нему соскучилась. У меня тут сломался провод на днях, такая больная зона у Белара. В общем, начал провод отходить, контакты, видимо, отошли. И все, во время процедуры я осталась без машинки. Конечно, у меня много других машинок, поэтому у меня есть чем заменить. Отдала в ремонт, ждала его долго. Вот, наконец, забрала и прям, оказывается, так соскучилась. Потому что помягче он такой в работе. И именно на вот такой тонкой коже, на сухой, как раз короткоходом полегче чуть-чуть проводить, потому что у машинки короткий ход, и она более тонкие такие линии, что ли, прорисовывает. А вот на толстой как раз коже, на пористой,
Лучше длинноходом, потому что сразу прям линия пропечатывается. Короткоходом потяжелее пробить толстую кожу такую. Везде свои плюсы и минусы. Но умеючи-то вообще на любой машинке можно сделать. Тут уже не важно. Я вот уже думаю, надо несколько запасных проводов на Белар купить, потому что это вообще невыносимо. Вроде машинка дорогая, а провода летят, как зарядки от айфона. Может быть, вы знаете, где заказать провод. Если знаете, пожалуйста, прикрепите ссылочку в комментарии. Буду очень благодарна вам. Вот я сейчас рисую в кайф, честно говоря. У меня уже есть скелет волосков, я все вижу и просто обвожу каждый волосочек. Потом уже можно будет еще в кайф нарисовать другие дополнительные волоски. Также вот мне хочется на изгибе еще добавить чуть-чуть волосков, попушистее немножко сделать. Сейчас мы уже наводим красоту, дорабатываем прям до идеала, чтобы они максимально были натуральные. На уголочке я чуть удлиняю вот эти волоски и добавляю еще небольшие тоненькие волоски, как бы погуще делая тем самым. Как веточки у меня, они так раздваиваются на концах. И тем самым становится бровка более такая объемная. Но не забываем про то, что на концах волоски всегда тоньше и светлее, то есть они как бы должны растворяться, уходить на нет. А уже ближе к серединке, да, они насыщенные. То же самое сейчас вот я доработаю сверху и переключусь на низ, внизу тоже немного добавлю вот таких пушковых волосков. Ну, аккуратненько их надо прорисовать, конечно, чтобы они яркими совсем не были. Они вообще едва заметные должны у меня быть. Но с ними гораздо натуральнее выглядит, конечно. У меня сегодня все так быстро идет. Я уже практически закончила всю бровь, но пока я только обвожу каждый волосок, пока не ставлю даже акценты, ну, немножко дорисовываю, если вижу, куда хочется еще дорисовать волосок там в пустое место. Ну, тут особо пустых мест, честно говоря, нет, потому что все волоски хорошо очень прижились. Сейчас я на головке прорисую волоски, чуть поярче их сделаю, потому что они такие побледнее прижились у меня. Но опять же борщить ни в коем случае не буду, потому что все-таки на головке они должны также быть очень легкими и должны быть светлее, чем уже внутри. Я обвела все свои волоски, сейчас я дорисую такие пушковые красивые волоски там, где мне очень хочется. Это по низу, по верху на уголочке еще немножечко я их продлю, хотя уже продлила. Но хочется прямо, чтобы каждый волос растворялся, сходил на нет, был светлый-светлый у него кончик и начало. Поэтому сейчас я начну снизу, доработаю и сверху немножко доведу. Потом перейду на темный пигмент и сделаю акценты, сплетения. Несколько сплетений сделаю на головке и в серединке. Пушковый волос я уже рисую таким более большим штрихом, где-то по 5 миллиметров у меня размах штриха идет. И он у меня такой пудровый, легкий. То есть я очень контролирую свое нажатие, чтобы легкая линия получилась. Ну и в то же время контролирую, чтобы тоненький кончик был, а не какой-то махристый. Поэтому, конечно, прежде чем рисовать на человеке, нужно потренироваться именно рисовать линии, чтобы попадать линия в линию, четко-четко.
потому что многое зависит как раз-таки от прорисовки вашей вот этих линий. Чтобы они были плавные, красивые, равномерно прорисованные. На сплетениях, даже вот с вот этими пушковыми волосками, тоже есть сплетения. Я их немножечко поярче делаю, несмотря на то, что волоски очень прозрачные. Чуть-чуть поярче выделяю, чтобы было натуральнее. Потому что, когда волосок находит на другой, ну, все равно потемнее выглядит. Я добавила пушковых волосков немножко, и сейчас я сделаю акценты, то есть обведу сплетение. Также я на головке несколько сплетений прорисовала, и я их сделаю чуть поярче, то есть выделю какие-то волоски, сделаю более акцентными, чтобы было живо. Все-таки красиво, когда в одной брови несколько оттенков, и каждый волосок отличается друг от друга. Особенно соседние волоски. Там один поярче, другой более четкий, другой полупрозрачный какой-нибудь, такой более пудровый. Поэтому мы сочетаем несколько методов нанесения в одной процедуре. Ну и поэтому я и, конечно, делаю акценты, обвожу вот эти вот сплетения, которые я наметила. На головке, конечно, перебарщивать не нужно, буквально там 2-3 волосочка будет достаточно, потому что все-таки самый акцент у нас в серединке должен быть. Ну, чтобы такого ежика не получилось колючего. А вот ближе к серединке я еще могу добавить внутри волосков, чтобы было погуще. Причем эти волоски будут такие более пудровые, и тем самым они визуально будут воссоздавать такую как будто небольшую растушевку, что ли, акцент, такую тень в серединке. Ну и погуще будет. На кончике я с этим не экспериментирую, кончик у меня сам по себе полупрозрачный должен быть. И на кончике, как мы знаем, всегда волоски растут пореже. Кстати, мы ведь всю процедуру и без анестезии сделали. У меня клиентка спокойно лежит, да и я забыла, тут вам рассказываю. Вообще даже не наношу анестезию. Как вам, кстати, не больно? Совершенно не больно. Вообще отлично. Вот так вот. Так что можете спокойно всем без анестезии делать. Ну и, конечно, без анестезии быстрее ложится всегда пигмент, потому что кожа не дубеет, и как-то вот, ну, сразу ты провел, и линия остается. Конечно, иногда анестезия очень нужна, и очень хочется ее нанести, особенно после первого прохода, когда вот ты вроде наметил скелет, стер, и ничего нет. Наносишь анестезию вторичную, и за счет того, что в состав анестезии входит адреналин, он как раз выбеливает поверхность кожи, волосочки, вот эти вот наметки наши становятся ярче, мы уже видим, куда попадать. В этом плане, конечно, супер. Ну и для особо чувствительных тоже. Ну, а так вообще спокойно. Можно без анестезии сделать. Я закончила одну бровку и перепрыгнула на другую. То же самое выполняю. Сейчас обвожу каждый волосок, выравниваю каждый волосок, довожу до идеала. Потом перейду к прорисовке пушковых дополнительных волосков. И в конце также сделаю акценты. Посажу потом клиентку, обязательно проверю, чтобы все было симметрично. Я примахиваюсь и попадаю именно в эту линию. Бывает такое, что вот примахнулись вы и не попали. Ничего страшного, не пугайтесь. Самое главное не продолжать эту линию вести неправильную, а сразу же выйти из кожи и опять попробовать примахнуться, чтобы попасть именно в ту нужную нам линию. Чтобы волосок зафиксировать, чтобы он хорошо прижился и был четенький.
При этой технике очень круто, конечно, заживают волоски. Если вы обратили внимание, каждая линия четкая, тоненькая, насыщенная, ничего никуда не плывет. Так что к волоскам быть. Каждую бровку я рисую у изголовья сидя и немного вот так на бок сажусь и веду волосок к себе. То есть начинаю оттуда, веду на себя. Очень удобно таким движением именно прорисовывать волоски. Поэтому я прям могу, допустим, когда прорисовываю уголочек, сесть прям вот в бок, чтобы на себя мне удобно было вести. Так как я работаю краткоходом, тем более беларом, там вообще минимальная вибрация у этой машинки и практически не чувствуется этот прокол, поэтому я пальчик ставлю рядом с тем местом, где я веду линию, чтобы лучше чувствовать, на какой глубине я работаю. Все, я закончила и хочу сфотографировать, конечно, свою работу, но прежде чем сфотографировать, я должна убрать покраснение. Я пользуюсь одним таким лайфхаком, это акуметил, капельки для глаз от покраснений глаз как раз таки. И вот эти капли очень хорошо устраняют покраснение и на коже. Поэтому я вот так капаю на бровки, немножко размазываю, и сейчас покраснения уйдут, и я смогу красиво сфотографировать. При пудровой технике я тоже пользуюсь капельками. Многие используют для этого анестезию вторичную, но анестезия вторичная все-таки с адреналином, она очень сильно выбеливает и немного стягивает так кожу, это очень заметно, поэтому капельки просто идеальный вариант. Ну что, теперь вы знаете, как делать коррекцию волосков. Если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Ну и напишите, конечно, на какую следующую тему нам снять ролик, потому что мне очень важно ваше мнение. Ну и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, делитесь с друзьями, и я буду просто счастлива. Спасибо, что вы со мной. Пока-пока!